Всем привет! У нас очередной обзор. У нас теперь уже каждый день обзоры выходят. И надеюсь, вы кайфуете от этого. Мы кайфуем. У нас сегодня Audi центр Ростов. Вот, это не Audi, это Hyundai. Не знаю, как правильно называется. Тонированный, Вася, все четко, цвет, смотри, вообще на штампах. Отличная тачка. Делал эту машину Тигран. Привет всем. Расскажи, сложно было? За сколько собрал? Да собрал-то ее очень быстро, за день, просто делалось это все долго. Подиумы пока изготовили, ушло на это неделю. Делал подиумы Сергей Скилков. Так, обшивки с первого взгляда очень приятные и позитивные, но есть косячки. У нас есть вот косячки такого характера. Вот, сразу передаю привет тому, кто перетягивал. Работа хорошая, но, скажем честно, есть куда улучшаться. И я бы на самом деле, чтобы клиент был доволен, это переделал. Ну, в принципе, в целом вот так вот внешне обшивка выглядит достаточно богато, приятно, аккуратно, все зазорчики очень ровные. Так, по динамикам. Динамики у нас стоят Midbass Emanator 1508 и в собственном объеме серединки Eminence LA6. Кайфовые серединки, они совершенно не играют вниз, но очень хорошо играют середину, очень громкие. И пищалка у нас APT-80, ну не простая, а какая-то... С удлиненным рупором. Да, рупор у нее чуть-чуть удлинен. Головное устройство 80-й Пионер, который отлично справляется с трехполоской. Настройки следующие. Сабвуфер в системе пока отсутствует, он отключен. Канал, который идет на Midbass серединой, подрезан на 80 Гц снизу. И на 8 кГц сверху. То есть миды у нас начинают играть от 80 Гц и серединки заканчивают от 8 кГц. Миды порезаны LPF на усилителе сверху, играют примерно до 500-600. Серединки порезаны снизу на усилителе, примерно на 400-500 Гц. Порядки все максимальные. Настройки до безобразия простые. Наша классическая трехполоска, когда Midbass и середина находятся на одном канале и разделены между собой уже на четырехканальнике. Midbass подрезан снизу на магнитофоне, середина снизу подрезана на усилителе. Midbass подрезан сверху на усилителе, середина подрезана сверху на магнитофоне. Вот. Приложу схему, она у нас есть в фотографиях ВКонтакте. Но очень часто спрашивают, как порезать с магнитофона, у которого всего 3 пары линейных выходов, по сути четырехполоску, потому что сабвуфер является четвертой полосой. На Midbass серединой стоит четырехканальник ESX 420, на пищалке стоит двухканальник. Система проста, надежно, стабильно, играет громко, качественно. Вот такая очень сбалансированная, очень хороший выбор компонентов, судя по звуку. Звук мне нравится. Миды, эминаторы лупят, и дверь заклеена очень хорошо. Хозяин сам сделал шумовиброизоляцию автомобиля. Лупят миды отлично, без особых призвуков там каких-то. Если середину с пищалкой не выключать, вообще ничего не слышно. Никаких призвуков. Midbass отличный, плотный, громкий. И в принципе, вот пока саб не стоит, даже можно распустить чуть-чуть миды в ущерб немного громкости. И в системе даже присутствует достаточно неплохой бас для системы без сабвуфера. Пищалки APT-80 американские, с удлиненным рупором. Там APT-80 еще какой-то индекс, если честно, не знаю. Серединки хорошо нам известны уже Eminence LA6, который находится в своем собственном объеме. Как середина отличная, но если вы в двухполоску их захотите поставить, это бесполезно. Низ они не играют вообще, ниже 500-400 Гц они не опускаются. Но зато середину отыгрывают чисто, громко. И получается динамики уже в своем собственном объеме, не надо под них лепить. Хоть на проприз можно положить, они будут так же играть, как в двери. И Midbass проверенный уже временем. У меня они стояли не раз. Эминаторы EM1508, отличный мид.
отличный мидбас у него, немножко заваливается на середине, то есть в трехполоску самый идеальный вариант такие динамики ставить, вот что здесь и произошло в этой машине. Вот, компоненты подобраны отлично, сейчас мы ее настроили, и если микрофон позволит, сейчас запишем, как она играет. Хочется еще отдельно сказать про обшивки. Обшивки, с одной стороны, отличный цвет, отличная ровная строчка, хороший материал, и выглядят они достаточно круто, если не присматриваться близко. Человеку, который перетягивал эти обшивки, хочется порекомендовать двигаться в том же направлении, но качество работы свое обязательно улучшать. Ну, поругали немножко, теперь давайте похвалим, музычку включим. Мне очень понравилось, как играет. It's a whole mature album. We didn't plan that, it just happened. Everything came together from the songwriting all the way to the. Нормально.